Я на прогулке на своей. Жаришка у нас. Смотрите, в каком красивом месте я гуляю там. Виноградники вон везде видны наверху. И я такая вся потная. Ну, в общем, так. Самое главное правило держащего, который хочет более-менее поддержать свой вес. Я уже не говорю про тех, кто худеет. Вот. Но наше тело, как наш дом, расслабляться тоже надо. Главное, даже при жаре хотя бы утром полчасика походить. Это мой самый главный девиз. Я уже не говорю, что мне надо там целый час бегать. Мне самое элементарное сделать. И вам советую. Вот там вдалеке я засняла. Кто-то на конике гуляет. Кто-то на велосипеде проехал. Короче, все вам, то, что вам нравится, делайте движения, те, которые вам нравятся. И наслаждайтесь. Главное этим процессом. Я сейчас вот включила себе музычку и вовсю бегаю. То бишь, я это бегом называю, когда я хожу быстро. Вот сейчас на поле еще пойду, там, где у нас цветы для честных людей. Платишь сам и рвешь. Вот, покажу вам еще сегодня. И у меня сегодня будут обеды. Сегодня будут обеды и, скорее всего, что-то из 2 блюда. Обещала показать, что ем. И вам нравится видео, которое я снимаю. Так вот, разное. Я посмотрела по просмотрам. Так что сегодня видео будет опять лайфстайл. Наш воскресный, мой воскресный муж поехал уже, вернее, на субботу сегодня, в субботу-воскресенье поснимаю. Муж поехал уже на велосипеде на работу, там что-то делать. А я вот пройдусь. Кое-что по хозяйству. Машинка стиральная, посудомойка. Пылесос сам попылесосит, помните. Вот, и буду готовить сейчас обед и ужин сразу, потому что очень жарко, не хочется еще вечером гонять, когда нагревается все сильно плиту. Все, оставайтесь со мной. Рассказать забыла, еще расскажу здесь. Вот в этой местности здесь очень много всяких диких зверей. Вот на этой улице, когда я гуляю, я уже видела, вот тут вот пробегаю, диких кабанов, оленей. Уже несколько раз я их видела. Ну, они тут у нас как бы их любимое место. Это понятно. Всякие разные такие экзотические птички. А вот я поэтому-то очень люблю так прогуливаться здесь. Очень интересно смотреть, наблюдать за этим всем. И это как бы мое время, которое я для себя использую. Без работы, как сказать, отдыхаю. И вам советую так наблюдать за природой, где-нибудь ходить. Ну что, приближаемся мы к тому месту, что я вам рассказывала. К месту, где можно по-честному брать цветы. Смотрите, какая красота у нас там. Я не знаю, передает ли эта камера, что у нас видны там горы. Я помню мое удивление, когда я приехала в Германию, что довольно горная страна оказалась Германия. Я что-то не думала про это. Ну ладно, вот смотрите, здесь стоит касса. Касса, написано. Значит, я буду брать цветы желтые. Как их все называют? Зоненблюмен. Слушайте, ну с моим русским, конечно, все сложно. Значит, лилии ойра 20, гладиолусы евро. Ну, подорожали. И вот смотрите, касса как сделана. Дырочка тут. И вот ножики. Написано аккуратно. Вы можете смотреть за своими детьми. И тут могут быть какие-то. Здесь вот даже стоят для того, чтобы выкидывать листики. Если отрывается, все чистенько. Можно ППМ заплатить, если вдруг, мне кажется, у вас сумма денег какой надо. Ну вот, сейчас я туда пойду. Подсолнухи. Вспомнила. Я, за желтенькими. Как-то лилии у меня плохо стоят. И запах некоторые очень сильно не любят лилевский. Вот, так что я пошла туда за подсолнухами. Вот смотрите, какая тут сегодня. Видно, какая засуха у нас. Гляньте, что творится с травой. Я даже не знаю, но подсолнухи, они выживают, эти декоратические. У них, наверное, такие корни большие, что им как бы все равно. И вот написано Blumen selbstschneiden. Нарезайте сами.
Вот, что-то я тут иду как-то не так только. Вот, короче, я пошла нарезать. Нам вон туда. Вон туда нам. Сейчас я вам покажу, какой красивый букет я себе наберу. И как он будет шикарно смотреться дома на моем кругленьком столе. Вот. Гляньте, какая красота. Ах, я. Тут все очень красиво. Очень красиво. И желтенькие красивые, и оранжевые. И я наберу желтеньких. Еще раз напоминалка, чтобы не забыл, сколько стоит. И я вчера на машине ехала закупаться, увидела их, подумала, что мне надо сюда обязательно, смотрите. Вот. Сейчас мы тут. И пчелки летают. Всё. И вы увидите, как я это делаю. Наверное, будет видно вот так, если я камеру поставлю. А, нет, наверное, так не видно. Ну вот они, родимые, приехали. Сейчас мы их спасем. Я сегодня решила испробовать новый метод. Добавила сюда сахара. Сахара добавила и полтаблетки янтарной кислоты. Посмотрим, будут ли они лучше стоять, чем всегда. И сейчас я еще хотела взять немножечко одну, вытереть стол. Там. Сейчас вторая проблема, когда такая жара, начинает очень быстро запах мусора стоять. И мы просто мусор каждодневно выкидываем. Вот. Сейчас я их туда занесу. Столик готов. Смотрите. Сейчас мы сюда. Какая красота будет. Гляньте. Сейчас я тут вытру еще вкусненьким чем-нибудь. Запахом. Таким. Какие-то я люблю покупать эти, как они называются, салфеточки, которые имеют немножечко свежий запах. И вы знаете, что летом, вот особенно когда вот эти всякие запахи собираются, вот я рассказываю, начинает очень быстро запах стоять мусора. Хотя мы его выкидываем, но оно, вот нам букетик красивый такой будет нас радовать. И я уже переместилась вот сюда. Смотрите, вот я сегодня буду тут сидеть. У нас лампа с вентилятором, потому что компьютер тут я уже себе положила, потому что мне жарко иногда просто на этом лежать. Потому что вот здесь тряпочку можно использовать, вытереть что-нибудь еще. Раз. 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 Что мы тут еще вытерем? Так. Здесь очень жарко. Сейчас пойдем посмотрим. Сейчас еще нету 9. Мои цветы уже практически все капут. Вот эти только цветут южные. И на термометре 34. Это сейчас еще нет 9. Короче, я еще, конечно, выпью чашечку кофе. Просто посижу. Здесь я настроила на задний участок кое-что. Но, думаю, на заднем участке мы не сможем сидеть. Так что вот здесь вот. Сейчас еще кофе и пойду делать. Хотела сорвать себе розмаринчик. Сейчас я вам покажу. Для рыбы
для рыбы. А где это, интересно, мои ножницы? Вот они. Так, для рыбы и для картошечки у меня сегодня будет розмарин. Вот, глядите, я здесь его сорву. Единственное, что, конечно, и камера, и это я не могу. У нас и цветет красиво. Вот, смотрите, нарвала. Сейчас еще пойду сорву себе тимьяна. Очень вкусный тимьян тоже. Он во всех прованских травах. Чебрец, по-моему, он по-русски называется. И этот чебрец, он классно, очень классно в чае. Мы его любим чай пить. Сейчас найду, что надеть. Потому что у нас тут собака соседская бегает, и какишек много. Сейчас покажу. Вот гляньте, что с цветами. Так, чебрец. И чебрец. Вот муж насадил в этом году свеженького. А есть вот двух сортов. И такой, и такой. Сейчас я вот так раз поставлю вам. Короче, вы знаете, чтобы использовать тряпочки, надо где-то еще помыть. Тут всегда перед порогом тоже что-то забирается. Сейчас мы тут это и протрем. Называется все сразу. Тут у нас это мы ставим здесь, кормим кошку, но она что-то не приходила несколько дней уже. Но это у нее бывает. Кошка наша уличная. Она бывает летом загуливает, хотя и стерилизованная. Но бывает, бывает и у людей так, которые стерилизованы. Так что и котов бывает такое. Вот. Задраились мы. И я буду скоро готовить обед и покажу вам свой обед. Вот принесла. Сейчас еще разберусь с машинкой. Надо помыть. Так, что у нас тут? Я вам расскажу, чем я занималась вчера вечером по жаре. Вот, готовила. Смотрите, какая классная штука получилась. Клубничное варенье. Что-то кастрюлька стоит непомытая, надо ее пристроить. Вот, тут у меня уже стоит кое-что я приготовила, что мне надо приготовить. Сегодня будет еще на гриле вот это вот. Картошечка, рыбка. Все покажу, оставайтесь со мной. Ну, а я пока пойду позанимаюсь своими делами. Помощничек работает. Очень удобно, кстати. Ну что, всем еще раз привет. Кто на канале у меня в первый раз. Меня зовут начинающий минималист, ваш вдохновитель к порядку и к легкости. Сегодня видео продолжение воскресного блога. И сегодня дальше я продолжаю что-то показывать из моего меню. Сегодня я приготовлю два блюда. На овощи на гриле с рыбой. И у нас духовка с грилем. И вот такое вот кто-то попросил национальное блюдо.
А вот оно называется фламкухен. У нас оно называется. Покажу, как это делается. Я все вместе поставлю, потому что вечером не хочу жарить, потому что у нас на улице очень жарко. Я сейчас пришла с прогулки, вся потная. Поэтому хочу сейчас все закончить в 9 часов 10, чтобы все было готово. И уже вечером, может, только салатик сделаю, и на этом все. Вот у нас термос. Еще покажу, что я между делом. Кефирчик буду пить с ягодами сделала. Расскажу, как это сделала. Если очень вкусно хочется чего-нибудь такого вкусненького. И давайте посмотрим, чем я вас сегодня удивлю. Ничего такого удивительного большого не будет. Будет очень все простое. Сейчас, одну секундочку, поставлю сразу рыбу. Это самое главное. Говорила, что простые, проще некуда рецепты. И расскажу вам. Сейчас глоток воды. И расскажу вам, что значит проще простого рыба. Вот, значит, берем просто кусок фольги, еще один кусок фольги. Так, здесь что у нас за рыба? У нас рыба дорадо. Я ее даже больше люблю, чем форель, потому что, конечно, я сделала большую ошибку, не разложила полностью мойку, потому что ее для мойки рыбы надо было, конечно, разложить. Так, я ее сейчас помою. Вот, смотрите, чуток просто под водой. И уберу все, что тут. Вытру. У нас как бы часто на выходных что-то такое на гриле, что-то такое простое. Шлеп ее сюда. Так, шлеп вторую. Сейчас второй шлеп. То, что остается, мы всегда доедаем потом. Коту даем, но он у нас не все ест. Или мы сами доедаем потом, когда она остается, если почищенная, мы потом просто на следующий день холодную едим. Так, шлеп сюда. Помните, я вам говорила, я принесла. Вот я принесла немножко вовнутрь прям положу. Розмаринчик. Он у нас растет как трава, розмарин. И немножко они любят тоже рыбки чабреца. Очень люблю. Я его так поверху немножко сделаю. Рыбки поверху я. Что еще сделаю? Так, не поняла, что тут такое. Так, что мы еще здесь можем сделать? Можно было, конечно, еще туда положить. Что у нас тут? Покласть. Сейчас скажут. Я выросла, называется, в деревне, не знаю, как правильно. Ни одного ножа чистого тоже оказалось. Так, поехали. Вот сюда еще можно вот так вот раз, покласть кусочек. Будет такое медитеран. Так, что еще? У меня есть немножко такая приправа для медитерана, для рыбы. Я ее немножко сверху чуть вовнутрь, она с солью уже. Но, в принципе, я рыбу фактически мало солю, потому что она потом сохнет, я считаю, если сильно ее посолить. Все, больше ничего не делаю, заворачиваю. Заворачиваю. Так, сюда ее. Теперь у меня задача почистить картошку. Я сейчас, смотрите, для себя я сделаю вот эту. Батат. Я очень люблю на гриле батат. Муж его как-то так слабо к нему. Поэтому я мужу сделала обычную картошечку. Сейчас уже, кстати, есть молодая картошка вкусная. И я ее сейчас так вот почищу. И покажу, как я их сюда положу к рыбе. И все это вместе одновременно на минут 25-30 максимум поставлю на гриль. На гриль у нас уже в духовке. Сейчас я выключусь, чтобы вам показать. Так, куда мне это, чтобы помыть. Вот, к этому всему
я еще сделаю салат вечером. Сегодня уже, наверное, не буду. Вот. Вот, сейчас покажу. Это тоже могу этой штукой почистить. Но иногда бывает такой твердый. А в этот раз он довольно, сейчас он как раз сезон, когда привозят. И я обожаю вот так. Я его чищу, потому что некоторые делают прямо, моют его. А я люблю, чтобы он был такой, знаете, почищенный. Вот. Вчера прям увидела и решила, это мое. Если у вас нигде близко этого нету, готовьте просто с розмарином, с картошечкой. А розмарина, если нету, готовьте с теми травами, которые у вас растут. Выбирайте, что у вас там есть. Картошечка вкусно, с укропчиком потом посыпать. Так, сейчас я выключусь и вам покажу, как оно здесь будет потом, что я буду делать дальше. Почищу картошку. Ну что, я подготовила уже все. Помыла, почистила. Это я понесу на компост. И сейчас я еще вот тут помою эту картошечку до конца. Я ее обсушу. Сейчас вот тут вот прям. Так. Один цукини сделаю свежий. Я вам уже показывала, как я делаю свежий. У меня еще есть одна фишка. Вот смотрите. Муж не любит в этой кожуре, а я ее помыла. И молодую картошечку я люблю с кожурой. Вот себе одну оставлю, батат. И вот эту вот себе сделаю. Сейчас я это так вот прям на месте сделаю. Смотрите, как это все просто делается. Я поближе сейчас поставлю. Вот. Обсушила. Обсушила все здесь. Рыбка готова. Наверное, здесь единственное, мне придется разделить. Иначе тут слишком много всего. Так. Ну что, бататик сделаем отдельно. Раз. Я уже порезалась сегодня. Молодец. Когда все. Так. Все очень просто. Берете. Я прямо его такими... Иногда такими шайбочками режу. Иногда, когда он очень быстро мягкий становится. Его надо так чуть покрупнее надо. Так. Можно и помельче, он тогда будет такой более под конец подсушить. Так. Видите, какая красота. Главное, чтобы все такое было прям цветное-цветное. Тогда душа радуется есть. Ешьте то, что вам нравится. Я вот на гриле, овощи обожаю просто на гриле, эти вот всякие. Ну, видите, тут ничего, тут любой справится. Сейчас немножко туда, туда, туда. И батат я очень люблю добавлять кюре еще. Но я это сделаю в конце. Где мои кюре? Я же его вроде пересыпала кюре. И теперь получается, куркума есть. Ага. Это что? Вот он кюре. Соль, кюре и карри. Вы говорите карри, а я говорю кюре. Карри. Короче. Что ж такое? Все падает. Так. Сейчас покажу еще с этим, что будет. С этим будет вот так. Я его тоже покрупнее нарежу немножко, иначе оно будет такое все, как немцы говорят, матчи-пап. Будет слишком такое все мягкое и... Так. Все. Ну и все, это вот теперь вот так вот, такими шайбочками. Так, что у нас тут такое? Схалявила при чистке. Так. Угу. Видите, никакого волшебства.
Все очень просто. Кто в деревне живет, это вообще самая лучшая еда. Ставите все в печку или в духовку и наслаждаетесь. Это делается на большую семью. Я обычно готовлю, кстати, когда гости, тоже очень хорошо это блюдо заходит. Нравится, говорят по-русски. Вот. И советую на большую компанию моя картошечка. Я ее тоже оставлю. Так вот. Так. Надо еще, конечно, было бы сделать цацики сегодня. Я могу вам показать. Хотите цацики увидеть, как я делала? Тоже очень простой рецепт. Кстати, о птичках. Значит так, все готово. Теперь сюда, вот смотрите, вот так берете розмаринчик. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Я обожаю вообще, конечно, запах розмаринный и тимьяна. Он мне как-то напоминает тоже об отпуске. Теперь берете подсолнечное масло. Вот так прям чик-чик. Вот так чик-чик. Богато так. Теперь немножко соли. Немножко соли. И здесь я обещала curry. Карри. Так. Запах пошел. Кто любит, может еще перчик добавить какой-то или там. Я не знаю, что вы там еще. Чеснок можете добавить. Ну, я вот так люблю. У меня это вот стандарт. Здесь я сейчас вот так сделаю тоже. Отправляю это все в духовку на гриль, я вам говорила. И на гриле оно будет жариться сейчас. А я буду готовить, оставайтесь со мной, буду готовить следующее блюдо. Я вам обещала 2. Ну, в общем, вот сюда я сейчас это все поставлю. Вот оно так будет все стоять. Так, что у нас тут? Теперь надо посмотреть, что у нас тут. Я поставлю первых 20 минут. Поставлю, наверное, вверх-вниз, чтобы немножко прогрелась духовка. А в конце я поставлю, 10 минут поставлю вверх-вниз, а потом я поставлю на хорошей температуре, 180, даже 190 градусов у меня стоит тут. Вот, я поставлю на гриль. Ну а тем временем я все-таки решила разобрать вот эту вот. Надо разобрать, потому что будет мне это все мешать. Дальше тут заниматься. Это, конечно, надо первым делом. Я сегодня побежала гулять и забыла это все разобрать. Так, что у нас тут? Значит, что у нас тут? Сейчас мы тут быстренько настроим. Самое главное, надо всегда помнить, у меня нельзя включать духовку вместе с машинкой. У меня вырубают сразу эти пробки. Ну, вот так вот, 2 прибора таких сильных, и они друг другу, так сказать, мешают. Вот. Вам совет для посудомоечной машинки, чтобы не пахло. Берете лимончик, я сейчас в воду кладу. Я его, можете свежий класть. Вот видите, у меня лежит здесь. И он тогда запаха не имеет, когда стирается. Обычно они подванивают тоже летом, эти машинки. Всякие. Я химией не пользуюсь вообще. Никакой. Ну, для того, чтобы чистить, стараюсь. И очень редко. Если машина почти начинает старше становиться. Вот. И сейчас мы вот это закончим. И тут блюдо 2 будет. Напишите. Я не знаю, вот у 2 человек как может быть столько посуды собираться. Кошмар. Мы, конечно, раскайфованы и не моем, когда руками кидаем. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Уберемся, прежде чем следующее блюдо делать. Так,
Так. Итак, сейчас я вам покажу следующее блюдо фламкухен. Оставайтесь со мной. Итак, наше продолжение. Обещала я вам еще одно блюдо. Теперь одно немецкое блюдо. Я покупаю готовое тесто. Не парюсь, как говорят. Здесь оно раньше продавалось в больших упаковках в Германии. Сейчас я покупаю 2 штучки, нам хватает, если больше. Кстати, зачетное блюдо для гостей. Для гостей зачетное блюдо. Я их вот сюда пока положу, протру. Ой-ой-ой, тут надо протереть как бы конкретно. Что-то тут такое. Так. Значит так. Значит так. Что мы делаем? Мы сначала... вам покажу начальник. Это я потом поставлю. Ой, оно у меня развалилось. Ой, это не дело. Это я его потому что все время перекладывала и складывала вот так вот. Оно обычно должно быть вот так. Но я его вот так вот просто сделала в холодильнике. Оно у меня... Это, конечно, плохо. Но я думаю, мы его спасем. Так, что у нас тут? Что-то у меня тут особо нету ничего. Это плохо. Так, сейчас я буду рассказывать, как это тесто будет делаться. Ёлки-палки. Короче, получается, у нас пол пирога куда-то улетело. Ну ладно. Самое главное вам показать, как делается начинка к этому пирогу сегодня. Так, начинка делается очень просто. Берете. Я вообще яйцо добавляю, но чтобы оно немножко было, так сказать, больше протеинчика. Но немцы делают на сливках. Вот берете вот такой еще, как он называется, шварцвальд, это такая копченая сальса. Так, у нас пикает, надо поставить на гриль. Минут на 20 все. Вот, теперь поехало все на гриле. Так, значит, это я порежу. Вот так мелко. У нас она продается порезанная уже. Да, я ее, конечно, зазря достала заранее. Теперь она плохо режется, ее лучше так тверденько резать. Так, теперь лук. Лука надо много. Любите много лука, делайте много лука. Когда, мне кажется, тот человек, кто любит, он много делает лука. Все. Так, поехали. Я такими пластами. А я можно вот так его порезать. Тик. Это часто бывает на всяких праздниках. Но я сегодня возьму остатки. Это вместо сметаны или сливок остатки такой намазки белой просто, чтобы она не валялась. Так. Яйцо. Не туда кидаю. Там позже собираю. Так. Вот так разбирается. Эй, да что же у меня сегодня все летит? О, Господи. Все летит что-то. Так. Теперь вот так размешивается.
Кто что берет. Можно сметану добавить, но я думаю, мне этого хватит. Добавлю чуть-чуть еще тоже немножко соли, каких-то приправ. Они добавляют обычно вот этот вот чик-чик-чик. Типа нашего тмина. Типа нашего тмина. Ну, я надеюсь, это что-то с этим будет. Что-то оно у меня... Наверное, я сюда все-таки вот так сделаю. Так. А теперь гляньте. Конечно, плохо, что она порвалась. Но решила же вам показать, значит, покажу. Значит, здесь разрезано будет. Вот так вот. Потом ложечку берете. Наливаете. И лучше брать, конечно, у меня просто форма занята. Я кладу, чтобы вот она ровно лежала. Ну, вот на этом я бы тоже сделала, но она может протечь у меня, поэтому я буду аккуратно здесь делать это. Значит, вот так промазывайте все, края тоже немножко. Это на остатки. И потом, так, я так люблю, чтобы было много. Кстати, остатки оставлю этой шинки, но очень вкусный картофельный суп можно сделать с ними. Что-то тут много будет, наверное, всего. Вот так оно раскладывается. Когда много гостей, очень хорошая закуска. Я ее люблю делать. Завтра сделаю картофельный суп из остатков. Так, здесь я тоже оставлю немножко, ладно. Остаток. Я не знаю, видно, не видно, но вот так, смотрите. Одна улетела на пол. Я ее выкинула все-таки. Ничего страшного. Бывает. Рабочие моменты. Бывает. Так, то, что я говорила, произойдет сейчас. Она будет заливаться, эта подливка. Ну, ладно. Засуну потом как-нибудь. Так, тоже немножко всякого. Сегодня будем вечером футбол смотреть, похрустим этим. Екс. Ну вот и все. Сейчас еще сделаю себе. Единственное, что лук, конечно, начинает сейчас лезть в глаза. Я ее засуну сейчас вниз. Одну точно засуну. И покажу вам, чем я себя отблагодарю за то, что я сходила погулять. Вот смотрите, у меня вкусняшка. Это я сложу. Завтра я сделаю картофельный суп. Напишите мне, захотите ли вы увидеть картофельный суп немецкий. В комментариях. Жду вас. Вот. А сейчас я сделаю еще вкусняшку себе на десерт. Кусочек арбузика. Так. И гляньте, вот какая красота будет. Я возьму, можно и мороженого. И я возьму клубнику. Помните, я делала варенье сегодня. Это остатки. Я возьму кефирчик. Прям так богато возьму. Так, и вот у меня есть... А зачем? Это не буду открывать. У меня есть ложечка, могу для сладости кинуть варенье. Итак, поехали. Ну вот и все. Покажу сейчас, как я это буду употреблять. Сейчас сяду, почитаю газету. Налью красивый стаканчик себе. Остатки в холодильник.
нету уже. Ну тогда за ваше здоровье. Арбуз порежу еще и все. Кому понравились мои рецепты и хотите еще узнать каких-нибудь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, в субботу всегда собираются какие-то у нас дела. Вот сейчас еще постиралась, обычно сушилка. Но сегодня надо солнечную энергию, конечно, использовать. Так что я пошла повешу сейчас белье. Вот тоже немножко от жары. Такой очень спокойный. Вот. Был уже снег. Муж с самого утра, в 5:30 на улице. Но вчера вечером невозможно было вылезти. Вот, сейчас я тут достану свою, где я вешаю. Мой коктейльчик стоит, потом посижу, себя отблагодарю. Пойду вовнутрь. Невыносимо. Ну, лето же. Надо 40 градусами наслаждаться. Сейчас посмотрим, сколько уже. Ну, пока 35. Так что нормально. Цветочки. Леандр цветет, как красиво.
Ну вот, одно готово уже. Посмотрю. Смотрите, как оно в разрезе. Фламкухен национальная. Вкусно получилось. Она такая, если с пыру с жара, она вообще вкусненькая. Ее отрезать. По-моему, не то. Очень вкусно. А покажу. Сейчас покажу гриль. Он продолжается еще чуть-чуть тут жарится у меня. Туда закинул еще колбаски, вспомнил, что у меня колбаски есть на завтра, чтобы не гонять без конца. У нас, правда, солнечная энергия используется. Но надо все равно все сразу, ничего жарить не хочется. Вот смотрите, как получается красивенько. Рыбка уже готова наверняка. Картошечка такая вся уже зарумянилась. Я ей дам еще минут 5. Сейчас помешаю ее. И красная картофель. Там надо его наверх, конечно, поднять потом еще. Ну вот и все. Приятного аппетита нам сегодня. Всем пока. Что, помощник пришел наконец-то. Ну что, помощник, рыбку чувствуешь? Ну, это он еще, как говорится, ест. Так что, может, что и съест. Вот, смотрите, какая она. Она больше тушеная, чем жареная эта рыба. Я ее потом... Видите, она такая... Она должна быть такая жирненькая. Вкусная.